Некоторые кости черепа имеют покрытые слизистой оболочкой полости, которые сообщаются с полостью носа. Они называются придаточными пазухами или околоносовыми синусами. Самые крупные из них располагаются в верхней челюсти и носят название гайморовых. При нормальном функционировании гайморовые пазухи заполнены воздухом. Однако в случае атаки болезнетворных бактерий пазухи воспаляются и заполняются гноем. Данный патологический процесс носит название гайморит. Именно острому гаймориту сегодня и будет посвящен наш выпуск. Здравствуйте, мои хорошие! На долю гайморовых пазух приходится целый ряд важных функций. Они обеспечивают полноценное дыхание, согревают и увлажняют вдыхаемый воздух, очищают вдыхаемый воздух от пыли и аллергенов, позволяют распознавать множество ароматов и запахов, формируют индивидуальный тембр и другие параметры голоса. Помимо вышесказанного, они реагируют на изменения давления окружающей среды, выполняют роль барорецепторных органов и надежно защищают от травм глазные яблоки, корни зубов и кости черепа. Как же происходит развитие гайморита? В двух словах данный процесс можно описать так. Гайморова пазуха соединена с носовой полостью узкими выводными отверстиями, соустьями, всего 1-3 мм в диаметре. У здорового человека в пазухах постоянно вырабатывается слизь, которая стекает через выводные отверстия в нос со скоростью 1 см в минуту. При воспалительном процессе выработка слизи в разы увеличивается, что влечет за собой образование гноя, который полностью блокирует соустья. Причин возникновения воспаления может быть несколько. Аллергические реакции, различные виды травм, проникновение инфекций в пазухи из больных зубов или непосредственно из полости носа. По течению воспалительного процесса различают острый и хронический гайморит. В первом случае для болезни характерны следующие симптомы. Постоянно заложенный нос, на фоне выделений попеременно закладывает оба носовых хода. Выделения из носа различного цвета, белого или прозрачного, возникают в начале заболевания и отличаются жидкой консистенцией. Красные крайне опасны, свидетельствуют о тяжелом течении заболевания и необходимости срочной медицинской помощи. Желтые сигнализируют о присоединении бактериальной флоры. Выделения становятся густыми и приобретают неприятный запах. Зеленые характерны для острого периода болезни. Потеря обоняния, тяжесть в голове, давление в переносице, боли, усиливающиеся при наклоне вперед, общая болезненность в висках, переносице. Утром боль обычно незаметна, но становится весьма ощутимой вечером. Повышенная температура тела 37-38 градусов, ухудшение памяти, общая утомляемость, снижение работоспособности. Острая фаза длится около 2 недель. Если в этот период не предпринять адекватных мер, заболевание переходит в хроническую стадию, что грозит развитием серьезных для организма осложнений. Лечение гайморита должен осуществлять только врач под контролем лабораторных и инструментальных методов лечения. Самолечение народными средствами может помочь справиться с некоторыми симптомами гайморита, но не решает главной проблемы – ликвидации инфекционного процесса в гайморовых пазухах. Даже если в состав того или иного средства входят вещества, обладающие некоторой антимикробной активностью, они не смогут проникнуть в синусы, где и локализуется воспаление. Их действие ограничивается лишь носовой полостью. Очистить пазухи от гноя способно только медицинское вмешательство, а уничтожить бактерии, которые вызвали заболевание, под силу либо антибиотикам, либо самому организму, если ему оказать соответствующую помощь. В связи с чем даже самые эффективные народные методы лечения гайморита не могут рассматриваться как альтернатива базовой медицинской терапии, позволяющей гарантированно справиться с болезнью. А попытки лечить болезнь самостоятельно в домашних условиях довольно часто оборачиваются серьезными осложнениями и переходом заболевания в хроническую форму. Для постановки точного диагноза и составления корректного плана лечения медицинскими специалистами, как уже было сказано выше, используются лабораторные и инструментальные методы исследования, к которым относятся эндоскопия, диафаноскопия,
УЗИ, рентгенография, компьютерная томография и диагностическая пункция. Лечение гайморита всегда носит комплексный характер. Соединение медикаментозного лечения с физиотерапевтическими процедурами, стимулирующими выход жидкости и гноя, и промыванием пазух методом перемещения жидкостей, так называемая кукушка. Первоочередная задача врача – откупорить закрытые отеком соустья гайморовых пазух, чтобы обеспечить возможность оттока слизи и гноя. Проводится мягкая антибактериальная и пробиотическая терапия, то есть используют антибиотики средней силы действия. Из пробиотиков чаще всего в ход идут нормофлорин, линекс, бион-3 и другие. Назначают препараты для снятия отека, а также сосудосуживающего действия. Используют смягчающие средства, чтобы восстановить слизистую носа. Это могут быть пиносол, эуфорбиум композитум и тому подобное. Для восстановления слизистой чаще всего применяют синупред. Чтобы избавить организм от микробов и воспаленных масс, околоносовые синусы промывают аквалором, долфином, аквамарисом. По выбору врача и, конечно, в зависимости от переносимости пациента применяют актинисепт, диоксидин, мирамистин и другие антисептики. Кукушку, промывание всех околоносовых пазух, назначают как процедуру для извлечения слизисто-гнойных масс, а также для антисептической и антибактериальной обработки носовой полости и носоглотки. После удаления слизи и гноя, как правило, проводятся сеансы инфракрасной лазерной терапии, лазер снимает отек и воспаление слизистой оболочки носа, ультрафиолетовое воздействие на полость носа, кварцевание. УФО убивает микробы в полости носа, стерилизует и подсушивает слизистые. Сеансы виброакустической терапии. Виброакустика подобна ультразвуку. Аппарат работает на разных частотах. Датчики стоят на коже в проекции гайморовых пазух и воздействуют через кость непосредственно на пазуху. В результате улучшаются микроциркуляция тканей и капиллярное кровообращение. В случае, если пациент обратился за медицинской помощью поздно и гайморит достаточно запущен, одними медикаментами и физиопроцедурами лечение уже не обойдется. В этом случае для удаления слизисто-гнойного отделяемого и доставки лекарственных средств непосредственно в очаг воспаления требуется сделать прокол или пункцию гайморовой пазухи. Несмотря на страхи пациентов, прокол пазух иглой Куликовского – методика достаточно эффективная, которая позволяет предотвратить хирургические способы лечения гайморита. Тем не менее, в особо тяжелых случаях течения заболевания, если лекарственная терапия не приносит положительного эффекта или обнаружены доброкачественные опухоли, полипы, показано проведение операции на верхнечелюстных пазухах. На 100% застраховаться от развития гайморита, особенно в осенне-зимний период, невозможно. Однако профилактика данного заболевания поможет укрепить иммунитет и выстроить защитный барьер против вирусов, бактерий и инфекций. С этой целью стоит придерживаться нескольких простых правил. Чаще промывать нос. Это нужно делать осенью во время эпидемий простуд и гриппа, а также весной во время цветения деревьев и кустарников. Для промывания подойдут обычные солевые физрастворы, которые эффективно удаляют бактерии и аллергены. Правильно питаться. Иммунитет слабеет от недостатка питательных веществ. Включите в свой рацион больше натуральных продуктов, свежего мяса и рыбы, злаков и медленных углеводов, овощей и фруктов. А от полуфабрикатов и фастфуда лучше отказаться или хотя бы свести их употребление к минимуму. Пить витамины. Сейчас много специальных витаминных комплексов и добавок с растительными активными компонентами. Они работают мягко, но эффективно. Результат заметен уже в течение 1-2 недель. А главное, они полностью безопасны, не вызывают привыкания и не имеют побочных эффектов. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где ежедневно выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!